Здравствуйте, друзья! Вот хочу определить причину поломки болгарки. Стала просто гудеть, просто и не вращается. Я вот, чтобы пробки не повыбивало, взял регулятор оборотов, тут вот напряжение. Ну, в смысле электродвигателя, регулятор напряжения, я его просто так называю. Сейчас мы через регулятор, я вам покажу, что случилось. Просто сразу напрямую что-то страшновато. То есть включил вот болгарку, тут вот самую минимальную поставил. Вот сейчас покажу. Сейчас она загудит. Вот, видите? Гудит и ничего. Вот сейчас будем определять причину поломки. Убираем регулятор, но больше не понадобится. Берем мультиметр, ставим его, да в принципе на любое сопротивление можно. Ну я поставлю просто на прозвонку, чтобы сигнал был. То есть вот у меня автоматический. То есть вот. Все. Сейчас будем проверять мы вот наш выключатель. Берем вилку. Два щупа на два конца вилки. Сейчас надо закрепить. Удобно. Нажимаем выключатель. Вот слышите звонок? Все. Делаем вывод сейчас, что провод и выключатель, вот это у нас часть вся в порядке электрическая. Значит, будем сейчас доставать якорь. Выключаем мультиметр, он пока нам не нужен. И сейчас первым делом мы, значит, будем наши щетки убирать. Чтобы достать якорь, нам нужно сначала его освободить от щеток. Потому что если не освободить, то щетками можно повредить коллектор. Да и щетки все повыломать. Весь щеточный узел тоже можно повредить. В общем, щетки нужно убирать. Откручиваем. Вот, значит, пружинка, которая на щетках. Убираем ее в сторону мы вот так. Чтобы не соскочила. Достаем нашу щеточку. Смотрим щетку. Ну, тоже менять щетку, по идее, надо. Видите, маленькая, вся стерлась. Ну, пусть она стоит, она все равно на коллектора не касается. Хотя может. Лучше убрать в сторону. Так. Щетку, в принципе, можно так слегка наживулить. Она все равно коллектор уже ничего плохого не сделает. Переворачиваем на другую сторону. Второй щетки. Болтики сразу все, винтики на место ставлю, чтобы потом удобнее собирать. Вот пометочку тоже сделал. Уже щетки в стороны, пружинки в стороны. Щетка не хочет. Ну, сейчас достанем, посмотрим. Тоже стерлась, видите, вся. Так, ну и все. Сейчас будем откручивать вот этот вот редуктор. Откручиваем. Вот сделал пометку я и маркером, чтобы потом при сборке у нас, в общем, никаких проблем не выходило. Да их и не будет, но это просто на всякий случай, чтобы было быстрее. Ну и все. Болты я не стал показывать, как откручиваю. И теперь нам нужно просто отделить. Значит, вот механическую от электрической. Там стоит подшипник в посадочном месте, вот здесь вот. То есть якорь на подшипнике, он вот здесь. И нам нужно его снять, значит, со своего посадочного места. И вот такими вот движениями. То есть здесь немножко, здесь соосно с двух сторон. С одной, с другой. Ну, как бы вот тут серединку. Тут серединку. И вот так вот снимаем его. Он идет, идет.
То есть с одной стороны заламывать не надо. Сломаете все посадочное место, оно пластмассовое. То есть соосно и вот так вот идем. Достаем наш коллектор. Тут защита статора. И смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас сплошная чернота. Давайте немножко зачистим, посмотрим. Да визуально и так уже понятно, что он все. Якорь уже нужно под замену. Тут все черное. Мелкую наждачку. Хотя бы чуть-чуть его прочистим. Такими вот движениями. Сильно не буду. Так, просто чтобы прозвонить. Когда чистите, старайтесь на контакты вот сюда вот не залезть. Чтобы вот здесь не тирануть. Сам коллектор. Потом покажу дальше, что делать. То есть вот так вот крутим. Ну, в принципе, уже, наверное, даже хватит. Очистили немножко. Ну, вот между ламелей пройдусь. Так вот. Да у меня иголочка. Можно, в принципе, какую-нибудь эту заточить. Типа такой вот чистилки сделать. Вот я тут отметинку сделал. И вот каждую ламельку пройду. Так вот, почищу. То есть грязь мы же шлифовали. Теперь нужно, грязь насыпалась, абразив туда. И теперь вот немножко пройтись. Это просто для удобства. Это вот как почистить коллектор. Вот это вот коллектор называется, вот эта вот часть. Вот это вот сердечник. А весь называется якорь. Вот каждую вот ламельку, видите, сколько? Вон аж грязь оттуда. Но он черный. Визуально видно, что он сгорел. Но все равно, может быть, посмотрим. Ну, вот. Прочистили ламели. Можно продуть. Ну, я так. Немножко убрал пыль. Нет у меня компрессора. И теперь будем прозванивать ламельки. Включаем на сопротивление. Значит, мультиметр. Здесь вот отметочку я сделал. У меня автоматический, а вообще на 200 Ом включаете и попарно начинаем звонить. Если у вас не автоматический мультиметр, на 200 Ом включайте. У меня автоматически сейчас просто это выставится. Померит все. А так нужно 200 Ом. И смотрим. Попарно звоним на каждую пару. Большое сопротивление, уже 10 Ом. Следующую пару. Тут вообще 0,2. Следующую пару. 15. Показания должны быть одинаковы. Ну, там зазор есть 5%, но здесь уже ноль два. Там 10 было. Ноль два это слишком мало. 0,3. То есть 10 это обрыв. Если меньше 1 Ома, это короткое замыкание между проводами. А если большое сильное сопротивление, то это обрыв ламелей. Тут вообще полный бардак в этом якоре. 0,4. Да можно дальше и не мерить. Выключаем мультиметр. Ну, делаем с вами вывод. Якорь под замену. То есть надо менять его.
Ну, давайте наш статор прозвоним еще. Как бы якорь звонили. Я сказал, что здесь все нормально, но теперь надо до статора нам добраться и его прозвонить. Для этого мы сейчас его разберем. То есть вот эту ручку надо отделить. Вот мы открутили, значит, ручку. Теперь нужно нам ее разобрать, чтобы добраться до проводов статора. В начале видео я показал, что кнопка и провод в порядке. Но чтобы добраться до статора, нужно вот эту часть развинтить. Что мы сейчас и делаем. Сейчас будем мерить сопротивление статора. Вот я открутил ручку. Вот они, выводы статора. Тут, значит, две обмотки. Вот. Они как бы наискось идут. То есть одна на щетку, другая на выключатель. То есть вот мы сейчас будем искать концы двух обмоток и мерить сопротивление. Вот она. Смотрим показания мультиметра. 0,6. Ну, что-то маловато. Ну, 0,6. Давайте вторую мерим. Между собой не замыкают. Между собой они не замыкают. 0,6. И переворачиваем, значит. Это вот они. Две обмотки, два конца. Вот он, красный провод. Смотрим показания. Ноль 0,7. Показания 0,8. Показания разные. Значит, тоже и как бы и мало, и показания разные. Делаем вывод, что статор тоже не в порядке. То есть сгорелый якорь и статор. Ну вот, надо все менять. Посмотреть, как бы сколько стоит якорь, и сколько стоит статор, и сколько стоит, грубо говоря, БУ болгарка, если так вот брать, то смысла на ремонт никакого нет. Проще купить новую болгарку. Вот как бы так. Спасибо за внимание. До свидания всем. Подписывайтесь на канал.